Доброго времени суток, дорогие мои начинающие и опытные рукодельницы! Предлагаю вам присоединиться к процессу вязания детского кардигана. Кардиган этот для мальчика, тут простой и получается строгий узор. В принципе, вязать данный кардиган можно и для девочек, но отверстие для пуговиц сделать на другой планке. Кардиган этот рассчитан на возраст 2-3 года, в принципе на рост до метра. Модель за основу я брала эту. При этом я изменила сам узор и процесс вязания несколько также изменила. А померить мне эту модель удалось на девочку. И выглядит эта моделька на девочке так. Девочке 2,5 года и рост ее около 90 сантиметров. Сам процесс вязания я разбила на отдельные видео. Первое, с чего вам, конечно, следует начинать, это вязание образца, затем расчет петель, затем спинка отдельно, полочки отдельно, рукава отдельно и также отдельно сборка. Для вязания этого кардигана я использовала пряжу Alize Lana Gold. Это полушерсть, 100 грамм на 240 метров. Спицы какие я использовала? Спицы номер 4 для вязания резинок на рукавах и здесь внизу. Затем на основной узор я брала спицы номер 4,5. Планку я провязывала спицами номер 3. В процессе вязания обязательно пригодится крючок. Большим крючком 3,5 я провязывала шнурок. Затем у меня 1, 2, 3, 4, 5 пуговиц. Ну и в процессе вязания, естественно, вам пригодятся маркеры. На весь кардиган у меня ушло ровно 3 мотка. Осталось прям чуть-чуть. Образцы я провязывала от 4-го мотка. Ну и вот что у меня от 4-го мотка осталось. В принципе, можете брать 4 мотка и из остатков связать шапочку. Обязательно обращаю ваше внимание, в процессе вязания этой пряжей отматывайте вперед несколько метров, возможно, будут вот такие вот браки. То есть обращайте на всю пряжу особое внимание. Присоединившись к процессу вязания, если у вас возникнут вопросы, замечания, комментарии, пишите, пожалуйста, под соответствующим видео на YouTube. Я так вам быстрее смогу ответить. Конечно, каждому видео процесса вязания кардигана ставьте палец вверх и комментируйте, как у вас прошел процесс вязания одной детали, следующей детали и так далее. Конечно же, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в наши группы в социальных сетях. Прямые ссылочки на наши группы в описаниях к этому видео. И тем самым вы всегда будете в курсе всех моих новых видео. Помните, вязать это просто, а когда получается, весь процесс вязания проходит с удовольствием. Поэтому вяжите с удовольствием и, конечно же, до новых встреч!